Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня видео будет парфюмерное, и я давно задумывалась о таком понятии, как холодная и горячая кожа. Я себя полностью отношу к девушке с холодной кожей. Честно признаюсь, муж думал, что у меня какие-то отклонения со здоровьем, если можно так выразиться. Он всегда беспокоился, почему я так часто мерзну, почему у меня такие ледяные руки, со мной что-то не так, вот явно. Я этой темой заинтересовалась совершенно случайно. Просто вот я по всем признакам, по которым определяют девушка с холодной кожей или с горячей кожей, может и не девушка, и мужчина тоже. У меня муж, кстати, я его тоже определила к мужчинам с горячей кожей, поэтому будет видео и об ароматах с горячей кожей. А сегодня непосредственно тема ароматы для холодной кожи, то есть для нас, для мерзлячек, для мерзляков. Если говорить точнее, то кто такие люди с холодной кожей? Это те, у кого вот низкое артериальное давление, то есть гипотоники. У меня низкое артериальное давление. Однозначно каждый раз у меня спрашивают, все ли со мной в порядке, и нормально ли я себя чувствую, когда измеряют мое давление. Но я с ним живу, и мне с ним нормально. Второй признак – это холодные руки. И третий – это то, что люди с холодной кожей, они постоянно мерзнут. Я постоянно мерзну, я люблю, когда духота, все от духоты умирают, страдают, а я люблю, чтобы и солнышко во все окна, чтобы шпарило, жарило, чтобы была духота. Я люблю вот это солнце, жар, хочется согреться. А у нас в Беларуси, а я живу в городе Минске, это столица Беларуси, у нас только летом, там, может быть, от силы 3 недели вот такая вот стоит жара. Я люблю вот такую жару. И еще иногда говорят, что это такая ерунда, подразделение людей с холодной кожей и горячей кожей. Говорят, что нужно обращать внимание прежде всего на кровообращение, на сосуды. Так вот, я обратила внимание, действительно, у людей с холодной кожей, у них сосуды расположены глубоко, достаточно глубоко, и поэтому кожа, она всегда остается такой вот прохладной, руки холодные, иногда у меня ледяные. Способ определить то, что у людей с холодной кожей, у них вены с синеватым оттенком, не зеленоватым, а синеватым. У меня четко проглядываются вены, и поэтому я истинный представитель холоднокожих, готова возглавить этот отряд. Теперь я точно могу мужу ответить, что я представитель холодной кожи, а если обратиться к медицинскому справочнику, то есть я гипотоник, у меня сосуды расположены глубоко, вот такие вот тонкости. У кого возникают вопросы и с одной стороны, и с другой стороны, напишите свое мнение. А теперь перейдем к ароматам. Не просто так, у меня вот здесь рядом расположены ароматы, хотя я в таких вот красных оттенках, тут вот уточки зеленые, а здесь вот розочки в теплых оттенках, чтобы хоть что-то согревало среди ароматов для холодной кожи. В своей коллекции я нашла несколько ароматов, которые вот прям созданы для холодной кожи. Как ведут себя ароматы, которые, по моему мнению и по мнению, кстати, многих специалистов, которые относятся для представителей холодной кожи, которые вот звучат лучше на холодной коже. У них такая особенность, что именно ароматы для холодной кожи, они стартуют с верхних нот. И потом постепенно переход идет к сердечным нотам или средним нотам. И до базы обычно дело уже не доходит, поэтому вот эти вот некоторые ингредиенты в базе, такие вот, которых некоторых пугают, они на холодной коже так и не раскрываются ядрено. Кроме того, что ароматы стартуют с верхних нот, переходят в сердечные ноты на холодной коже, еще есть такое понятие, на мой взгляд, как интимный шлейф, то что ноты, они раскрываются постепенно, и до базы вообще вот дело не доходит.
она раскрывается как-то тише, не так громко. Поэтому я себе могу позволить такие яркие ароматы. И я заметила, меня тянет до того, как я знала, что есть такое понятие, как холодная кожа и горячая кожа. Меня тянуло на все вот эти вот тяжести или яркости. Люблю я такие ароматы. И давайте непосредственно перейдем к моим ароматам для холодной кожи. Первые ароматы — это цветочные ароматы. Такие ароматы с нотами розы, жасмина, ландыша. Также можно такое вот строгое подразделение сделать. То, что духи, ароматы именно с какими-то цветами определенные, когда идет уклон на один цветочек. Почему цветы, такие как роза, жасмин, тубероза, они хорошо звучат на холодной коже? Дело в том, что они способствуют тому, что прохладная кожа, она как-то вот нейтрализует этот цветочный аромат, даже такой яркий цветочный аромат, и раскрывает его в таком благородном оттенке. То есть цветочные ароматы, они не звучат громко. Если строго подразделить, то для холодной кожи подходят ароматы с нотой розы, с нотой лимона и букет цветов. И вот начать я хочу с такого яркого представителя от бренда L'Occitane en Provence. Здесь я бы сказала, что это аромат, это букет цветов, но здесь в верхних нотах доминирует вот этот мускатный шалфей. В принципе, вот этот вот аромат Сэч-Склори он называется, он и посвящен тепе мускатного ореха, то, что, говорю, мускатного шалфея, заговорилась, мускатного шалфея. То, что во Франции, в Провансе, первыми цветами зацветают именно шалфей. И здесь, если заглянуть вот на фрагрантику и посмотреть верхние ноты, то здесь превалируют вот ноты горный апельсин, бергамот, чабрец. Они прекрасно здесь вот раскрываются. И даже здесь, посмотрите, какая трубочка зелененькая, очень красивый флакон. Вообще L'Occitane парфюмерия очень интересная, она со своими такими особенностями. И кроме вот этих вот верхних нот, нужно обратить внимание и на сердечные ноты или базовые. То здесь это вот этот вот мускатный шалфей, ангелика, и еще есть тут и травы, разные травы, разнотравье. Но они все вот эти вот ароматы раскрываются. Я чувствую сразу и вот этот вот бергамотик, ну не ядреный бергамотик, и вот этот мускатный шалфей. Очень красивый аромат, и вот я его хочу носить именно в жару, чтобы эти цветы раскрылись на мне, они красиво раскрываются на холодной коже. Аромат звучит действительно благородно, именно холодная кожа придает ароматам с цветами такой благородный оттенок. Кроме того, до базы я сказала, что дело доходит очень редко, но здесь в базе есть кашмиран, элами и амбра. Что касается кашмирана, то это вот, я так понимаю, кашемировое дерево, и это синтетический компонент, хотя есть понятие кашемировое дерево нет, это синтетический компонент, и у него аромат такой вот амбровый, хвойный оттенок, он придает духам. Также здесь есть вот это вот элами. Элами — это вообще дерево из Филиппин, и оно придает аромату цитрусовый оттенок, такой свежий. А я уже сказала, что для холодной кожи подходят что букеты цветов, лимон, вот этот цитрусовый оттенок, и роза. Ну и вот это очень хороший аромат для холодной кожи. И давайте перейдем к следующему аромату. Я очень люблю хрусталь. Это вот бренд Kilian. У меня есть такой представитель, как розы на льду. Roses on Ice.
обалденный флакон, но дело здесь не во флаконе. Этот аромат, он фужерный, и вот фужерные ароматы, они тоже очень хороши для холодной кожи, они прекрасно раскрываются. В верхних нотах поначалу я всегда чувствовала огурец, но когда узнала, что здесь заявлены ягоды можжевельника, то я сразу, когда подношу к носу этот аромат, то я сразу чувствую эти можжевеловые ягоды. Также здесь лайм, вот, который подходит по общим знаниям для холодной кожи. И также здесь, если говорить о сердце, то тут в сердце только одна роза. То есть это явный представитель для холодной кожи. Здесь и цитрусы, и роза. И, как я уже не раз сказала, что дело до базы не доходит, а в базе здесь мускус и сандал, то они не так ярко звучат, не раздражают. Прекрасный аромат, он звучит очень сексуально на коже, очень мне нравится. И даже он дает шлейф на холодной коже, хотя на холодной коже духи очень редко шлейфят. Я всегда хочу получать шлейф, и вот шлейф от этого аромата мне нравится. Но эти ароматы меня не раздражают, все прекрасно на холодной коже, они держатся. Они прям вот как будто вот они нераздельны с моей кожей. Третий представитель — это вот такой скандальный аромат Good Girl Gone Bad от Kilian. Да, прекрасный аромат, белоцветочный. Эти цветы, они звучат невычурно. Здесь красиво звучит и османтус, и тубероза, и не вызывающе звучит этот аромат. И вот этот букет, он тоже подходит для холодной кожи. То есть кожа холодная, она сглаживает. И жасмин заявленный в пирамиде у этого аромата, и османтус, и здесь, кстати, и майская роза есть, и потом сердце раскрывается, я загляну в подсказку, индийская тубероза и нарцисс. Прекрасный белоцветочный аромат с такой вот теплой амбровой базой, звучит на коже не вызывающе. Вообще любой аромат на холодной коже звучит не вызывающе. Но я просто показываю сначала такие цветочные ароматы, которые благодаря холодной коже звучат благородным. Также вот покажу такой вот аромат вызывающий, его почему-то относят к каким-то таким ароматам сладким, то ли что, но в этом аромате, это Good Girl от Каролина Херрера, здесь тоже нотки потрясающие. Здесь есть и лимончик, здесь есть и ваниль. Сначала вот я чувствую вот этот вот цитрус, миндаль, потом проглядывают ноты цветочков. Какие же здесь такие цветочки? Я нанесу на руку, обновлю его. Сегодня я в нем, в этом аромате. Здесь, да, тубероза, жасмин, цветок апельсина, и есть даже корень ириса. Я это все здесь ощущаю. И даже потом остается база в виде пралины. То есть этот аромат, он прям кладезь для холодной кожи. То есть и лимон, и букет цветов здесь, и розочка, да, болгарская розочка в средних сердечных нотах, и это прям кладезь для холодной кожи. И потом еще вот я считаю, что холодную кожу нужно как-то согреть именно нотками вот этой вот ванили, нотками вот этого пралине. Это очень хорошо подходит. То есть вот эти ноты, они согревают, дополняют лимон и вот этот вот цитрусовые. Прекрасный аромат. Про этот аромат говорят, что он такой вызывающий, даже вот сексуальный чересчур, может быть даже аромат проститутки, ну по-разному.
Но на холодной коже никакой проституции нет. Все ароматы, даже такие вот яркие, провокационные, они звучат благородно. Надо вот придать этому значение, я считаю, что на холодной коже даже вот цитрусы, они прям предназначены, рождены для холодной кожи, и они звучат на ней более красиво, более ажурно. Очень подходит и лимончик как итог, и букет цветов, и розочка для кожи. Второй отряд парфюмерии, который тоже, по моему мнению, очень хорошо лежит на прохладной, холодной коже, боюсь уронить, это аромат от итальянского бренда Тициано Теренци. В моей коллекции есть только Лаудана Нера, то есть опиумная настойка. Да, вот такой вот аромат. Вообще я считаю, что все ароматы от бренда Тициано Теренци подходят для холодной кожи, потому что у них мускус, он такой вот сливочный. Я даже нашла, как на фрагрантике описан этот мускус, он называется кашемировый. Вот мне этот аромат потом раскрывается вот этой красивой сливочной базой. Мускус тициановский очень хорошо лежит. Его не любят мускусы тициановские, например, от Кирки, Андромеды. Говорят, что он там грязный, никакой, там аромат козлов, потных мужиков и так далее. Это на холодной, это не о холодной коже. Я вообще вот этого вот всего не допускаю и не вижу, не слышу ни разу такого, я вообще ужаса не слышала. Я считаю, что парфюмерия итальянская, Тициано Теренци, это такая красивая парфюмерия, это такая дольче вита. И мускус как никогда, вот этот итальянский, он подходит для прохладной кожи. Вообще мускусы, они бывают разные. Есть мускус, как я сказала, вот этот сливочный такой мускус. Есть животный мускус, такой сексуальный. И есть еще мускус такой мыльный, порошковый. Так вот, тициановский мускус, он такой сливочный, как кремушек потом ощущается. Что касается вот этой кладезь 50 оттенков смол, копоти, вот этого аромата, я его просто обожаю. Вот сейчас, после табака ваниль, это мое парфюмерное я. Я даже им могу облиться, этой опиумной настойкой. Чем же он мне нравится? Он вообще, я его покупала ради ладана. Я хотела себе аромат с ладаном, но купила вот этот Тициано Теренци. Да, он такой провокационный, скандальный, но он такой глубокий. Это действительно такой вот выдержанный коньяк с такой вот жирной черносливиной. Она проглядывает, не кислая черносливина, а именно такая жирная, благородная черносливина здесь проглядывает. Также этот аромат на холодной коже, он раскрывается очень красиво. Если заглянуть на фрагрантику, вы ужаснетесь, какие же здесь оттенки я выписала. Вот для холодной кожи имеет значение верхние ноты и сердечные. Верхний — коньяк, табак, амбра, полынь, мирт, розмарин. Средние ноты сердечные потом идут хорошо, раскрываются на прохладной коже. Это вот зола, мед акации, кедр, тес, сандал, розмарин, ирис. И вот красная розочка тоже здесь есть. То есть все, что отлично раскрывается на холодной коже. Он звучит очень красиво. Нет, это не священник с кадилом, это не аромат, исходящий от кадила. Я, кстати, стала в последнее время очень наблюдать, когда прихожу в церковь, за то, как священник манипулирует и работает с кадилом с тех пор, как купила этот аромат. Очень стала на этот момент обращать внимание, очень интересно, кстати. И на самом деле от кадила чаще исходит какой-то такой аромат больше со сладостью. Здесь такой сильной сладости нет. Здесь действительно такие вот зола, как здесь и написано.
Ой, аромат просто обалденный, он такой пьянящий, он такой дымный. Здесь даже вот трудно распознать, разложить его на ноты, они вот именно во всей своей музыке хороши, то есть вместе. Аромат очень красивый, такой вот смолы, табачище, деревяшки. При первом нанесении он может отпугнуть, но потом он так красиво раскрывается, и я чувствую вот этот вот сливочный мускус потом. Поэтому вот прям всем, у кого прохладная кожа, очень холодная, они созданы, и то есть или парфюмерия итальянская, она создана для таких людей. Это прям все, мое парфюмерное я. Мне нравится пахнуть 50 оттенками смол, золы, бальзама, и коньяком, и сухофруктами. Здесь есть все. И давайте перейдем к следующим ароматам. Я хочу обратить внимание, что так же как букет цветов, цветы, роза, цитрусы, они предназначены для прохладной кожи. Также нужно обратить внимание на такие вот анималистичные ноты, такие как вот мускус, как в парфюмерии итальянской. Также есть цвета или зверок Вивера, я, кстати, в зоопарке его видела. Замшевые, кожаные аккорды очень хорошо звучат. Я до сих пор в поисках кожаных аккордов для себя, аромата. Хочу, естественно, Килия, но он очень дорогой, хочу этот кожаный аромат. Может быть, обращу внимание на Монталь какой-то кожаный, меня тянет на эту кожу. Прям невероятно. И вот эти вот кожаные замшевые аккорды, они очень гармонично звучат на прохладной коже. И покажу такой очень интересный аромат. Это ниша бренда Just Box Perfumes, и у меня Micro Love. Вот такой вот аромат, он посвящен группе U2, и здесь даже вот диск нанесен. Если говорить подробно об этом аромате, то это такая вот группа древесные, фужерные, вот сразу обращаю на это внимание. И это скорее мужской парфюм, чем женский, на мой взгляд. Верхние ноты здесь просто обалденные. Это озон, яблоко, нероли. Очень красиво. Если заглянуть в сердечные ноты, то здесь и необычные такие нотки. Я их не очень чувствую, немножечко фиалочку чувствую. Фиалка, она придает фужерности. Также здесь есть вот этот мускатный шалфей, как вот в этом аромате. И корица здесь есть. А вот в базовых нотах, как я и сказала, замша. И вот есть даже здесь серая амбра. Именно серая, вот эта анималистичная нота, и она очень подходит для прохладной, холодной кожи. Обратите внимание на этот бренд. Очень такой свежий и одновременно амбровый. Вот эта база, она здесь даже на прохладной коже ощущается, очень подходит. И также хочу сказать, что для холодной кожи хороши разные вот шипры, унисексы, мужская парфюмерия. И вот такого вот достала я черненького красавчика. Это Green Irish Tweed, или в народе его еще называют гид. И он тоже как никогда подходит для прохладной кожи. Я думаю, почему мне так нравится мужская парфюмерия. А потом, когда прочитала про ароматы для холодной кожи, действительно я поняла, почему мне они так нравятся. Потому что они очень красиво сидят на прохладной коже. Дело в том, что на прохладной коже вот эти ароматы фужерные, унисекс, мужские, они добавляют аромату какую-то вот сладость, сладкими их немножечко делает прохладная кожа. Если говорить об этом Green Irish Sweet, он волшебный. Здесь группа, насколько я понимаю, наверное, древесная, цветочная. Загляну на фрагрантику, я выписала для себя верхние ноты. И вот она, вербена-лимонная здесь, вот этот вот лимончик, ирис. Средние ноты лист фиалки, опять, как я сказала, вот эта фиалочка, она придает фужерности. Ну а базовые ноты это серая амбра и сандал. Ну и вот серая амбра, она и делает вот этот вот аромат на коже очень сексуальным, если принюхаться.
так как все-таки больше на прохладной коже верхние сердечные ноты, вот эти вот фужерные. Он такой вот мягкий, свежий, пушистый даже. Аромат мужской, наверное, парикмахерской, но в благородном оттенке, в аристократическом. Я понимаю, почему многие балдеют от парфюмерии Крит. Мне, в принципе, и Авентус очень нравится. Я посматриваю на мужскую парфюмерию в последние разы, когда была в магазине, меня как-то тянет на них. Даже вот Tom Ford, For Him меня тянет, там вот эти вот цитрусы, как я сказала. Кроме того, я не хочу сказать, что это вот строго для прохладной кожи, только цветочные, только цитрусовые, только с розочкой ароматы, ну и еще вот эти вот с кожаным аккордом, анималистичным аккордом. Нет, такой строгости нет. На прохладной коже, обратите внимание, звучат очень хорошо и сдержанно ароматы такие ядреные. У меня есть такие ароматы, вот табако, ваниль, он уже закончился, к сожалению, но мне его постоянно было мало, потому что прохладная кожа. На мне он благородно звучал, не сильно вычурно. В принципе, вся парфюмерия Tom Ford, она благородная, из таких ингредиентов классных. Ну, это мой любимый бренд, скажу честно. Но также на моей холодной коже потрясающе звучат уды. Меня тянет. Я хочу вот пахнуть, как восточные мужчины, по моему мнению, любят. Я люблю эти ядреные восточные ароматы, хотя они созданы, скорее всего, для горячей кожи. Но я люблю и такое. Вот у меня есть аромат от турецкого бренда Баргела, он называется Суконт. Сукот. Это унисекс аромат. Он в такой вот красивой упаковке. И здесь 3 ноты заявлены. Это уд, роза и какао. Как же он красив. Поэтому вот те ароматы, которые созданы, наверное, для горячей кожи, они на прохладной коже звучат более так благородно, сдержанно, и мне их мало, хотя ими обрызгиваться нельзя. Но обрызгиваться ими нельзя именно горячей кожей, у кого горячая кожа. С прохладной кожей можно себе позволить такое шаловливое поведение с парфюмерией. Вот такие вот ароматы, которые я посоветовала бы для прохладной кожи, для холодной кожи, для очень холодной кожи. Такого вот строгого подразделения нет. Нужно все-таки обливать себя тем, чем вам нравится. Или в меру обливать, там 3 пшика, 2 пшика, 1 пшик. Но мне одного пшика всегда мало, потому что я обладательница все-таки вот этой холодной кожи. И вот эти ароматы очень хорошо подходят. То есть итог вот мой, то что для холодной кожи подходит вот этот вот букет цветов, цветы, цитрусы, духи с анималистичными нотками, замшевыми, кожаными. И мужская парфюмерия, фужерные парфюмы очень подходят. И также моя слабость, как я сказала почему-то в конце, это духи с удом даже. Вот меня этот моментик заинтересовывает. Мне нравится, как такие ароматы звучат на мне. Мне хочется вот этого шлейфа, хотя для прохладной кожи только существует понятие интимный шлейф, на них очень редко шлейфят духи, поэтому вот я, например, и хочу обливаться духами. Мне все равно все время мало, все равно они звучат на мне сдержанно. Даже польщу себе, похвалю благородно, на мой взгляд, все они звучат. Поэтому напишите, как вы относитесь к этому подразделению людей с холодной кожей и горячей кожей, к какому типу вы относитесь. А также еще обращу внимание такой моментик, что имеет еще значение не только вот кровообращение сосуда, также какая кожа, сухая или жирная, нормальная. Я, кстати, обладательница очень сухой кожи. В данный момент она нормальная, так как когда тепло, у меня кожа сразу становится нормальной, и благодаря уходу она у меня нормальная. Поэтому я вот считаю, я полный представитель холодной кожи и могу об этом сознанием дела рассуждать и давать какие-то вот советики. Напишите, как вы относитесь вот
к этой классификации людей, или считаете это полной ерундой. Я не считаю это полной ерундой, есть в этом изюм. Вот, как я и говорила, что муж считал, что у меня проблемы со здоровьем. Нет, это у меня такое строение моей кровеносной системы, моих сосудиков. Это все нормально. Поэтому на этом я не хочу, конечно, прощаться с вами. Хочется говорить и говорить о холодной коже, но говорю вам пока-пока, скоро встретимся, уже скучаю.